Что лично я думаю о финастериде? Что говорят доктора по всему миру и какие результаты тех, кто сидит на финастериде? За последние 1,5 года я записал уже по крайней мере 2 видео о плюсах и минусах, но мои исследования на этом не закончились. Недавно вышло видео одного парня с аналитикой тех материалов, которые он нашел. Достаточно большая работа, но не хватает кое-чего очень важного. Он охватил большой пласт теории. Моя задача сократить всю эту теорию в несколько абзацев и добавить самое главное – практические результаты и мнения экспертов, кто видит эти результаты почти каждый день. Это видео не о том, что финастерид хорош или плох, это видео о том, что будет, если принимать финастерид, чем нужно будет платить за это и что можно будет получить в итоге как результат. Ну что, поехали! Напомню про свою тактику изучения. Первое – это анализ теории и общедоступных данных. Тут нужно быть всегда аккуратным, так как каждая заинтересованная сторона может сфальсифицировать данные, что-то скрыть, причем очень важно, и в целом влиять на мнение окружающих. Так же, как и клиники могут покупать отзывы или напрямую тех, кто занимается бизнесом по написанию отзывов, или покупать клиентов за шампунь. Таким образом, можно лоббировать интересы абсолютно любого препарата и нанимать тех, кто будет писать о нем хорошо или плохо. Раскачивать, скажем так, лодку. Второе. Важно фильтровать данные, и для этого нужно время. Именно во временном интервале все становится куда яснее, прям как человеческая история, правда? Третье – это практический аспект, самый важный. Именно поэтому я стараюсь общаться с самыми лучшими докторами мира. Что ж, за первые полгода, когда я только начал блог, я начал изучать клинику и уже охватил около 50 клиник Турции, чтобы понять общую температуру, скажем, по больнице. И после этого я пошел дальше, в ту сторону, откуда идет, собственно, свет настоящих знаний. Там, где действительно мировые профессионалы и для кого правда и авторитет куда важнее, чем мимолетная прибыль. Я бы, наверное, назвал это так. Итак, простым языком и как можно сжато про финастерид. Какие плюсы и минусы финастерида и что думают доктора на этот счет. Мое мнение основано на моем опыте. И я считаю, что при потере волос очень важно попробовать миноксидил и финастерид. Особенно в периоде от 25 до 45 лет. И именно в комбинации друг с другом они наиболее эффективны. Иногда вместо операции мы предлагаем именно лечение, или же мы предоставляем выбор. Но если вы не придерживаетесь рекомендованного лечения, то лысеете значительно быстрее и сокращаете свой путь к вынужденной пересадке. Ведь дело в том, что финастерид на данный момент – это наш единственный способ продления жизни волос на следующие 20 лет. И если у вас генетическая предрасположенность к выпадению волос, рано или поздно вы их все равно потеряете. Медикаментозное же лечение, в свою очередь, позволяет продлить жизнь ваших волос и значительно замедлить выпадение. Если мы пытаемся сохранить фолликулы и задействовать их для пересадки волос, вы должны помнить, что пересаживать мы их будем именно в те оголенные области, где волосы больше никогда снова не вырастут. Ведь не менее важно сохранить и позаботиться об оставшихся волосах. Давайте предположим, есть тонкие волосы, толстые волосы, тонкие и так далее. Что за такие тонкие волосы? Это могут быть волосы, которые мы лечим финастеридом, миноксидилом, или волосы, которые мы не лечим ничем вовсе. Но если же эти волосы вы лечите финастеридом, в таком случае при пересадке волос мы должны быть очень аккуратны. При лечении финастеридом мы должны позаботиться об этих волосах и обойти их в пересадке волос. Ведь они полны потенциала для роста. И используя финастерид или другие производные для лечения, уже через какой-то момент времени они могут стать в ряд здоровых волос. Это потенциальные волосы, которые могут быть восстановлены. Таким образом, все очень зависимо. Тонкие и слабые волосы можно, с одной стороны, обойти и имплантировать волосы вокруг, но если они лечатся финастеридом. В противном случае, если мы просто обойдем эти волосы и они без лечения, тогда мы просто получим низкую плотность уже через несколько месяцев после пересадки
пересадки. Давайте поясню. Есть три выхода. Первый выход – это просто те волосы, которые у вас есть полумертвые, прямо поверх них засеять новые волосы. Второй вариант – использовать тот потенциал, который у вас, возможно, еще есть, то есть те полумертвые волосы обратить к жизни и, получается, получить двойной эффект, но имея определенные риски. Или третий способ, такой способ посередине, обойти те волосы, которые непонятно, что с ними, и подождать, посмотреть, как будет развиваться событие, и затем уже принимать решение, но как минимум сразу готовиться ко второму этапу пересадки. Это не важно, 10, 15 или 20 лет, но это просто необходимо. Лично я рекомендую использовать лечение финастеридом. До или после, или же до и после пересадки волос. Нет, если вы планируете делать операцию в ближайшие 4 месяца, я рекомендую уже начинать принимать финастерид. Это даст определенную стабильность лечения и роста волос. И если вы уже принимаете финастерид и планируете пересадку волос, это наилучший вариант. Таким образом, вы лечите слабые волосы и поддерживаете пересаженные фолликулы. Выбор полностью за пациентом. Именно он должен решить, лечение с возможностью отсрочить выпадение волос и выиграть время, или же, если вы не прибегаете к лечению финастеридом, операция вам понадобится очень скоро. Материалы, которые собираю в течение 1,5 лет, вышло, наверное, только 5% от тех материалов, которые у меня есть. Я не спешу выпускать материал просто для контента. Я изучаю те горы информации, которые мне поступают, и только когда, скажем так, вся эта информация укладывается в определенное поле, балансированное поле, ни выше, ни ниже, только тогда я выпускаю видео. Что вы думаете о миноксидиле и финастериде? Миноксидил и финастерид – это стандартная медицинская терапия при генетической аллопеции. Миноксидил появился более 50 лет назад в таблетках или для поверхностного нанесения. 2% для женщин и 5% для мужчин. Также есть в виде пены. При использовании миноксидила в виде пены дает минимальное раздражение, ведь эффективность лосьона или пены только 15-20%. Таким образом, при долгосрочном использовании год, 2, 3. Ни пациент, ни доктор особо не видят результата. Но если же вы принимаете миноксидил в таблетках, эффективность воздействия увеличивается уже до 60-65%. Сравнивая показатели, пациенты говорят врачу: «Доктор, я счастлив». Но, конечно же, не все. Остальные 30-35% не получают результат вовсе. А теперь давайте поговорим о побочных явлениях. И, конечно, не стоит забывать о том, что миноксидил привязывает к себе. А еще миноксидил лучше работает на нательных волосах. Это достаточно популярно среди индусов и юго-восточных азиатов. У европейцев достаточно много волос на теле, которые им чаще самим не нравятся. И они с удовольствием рады были бы избавиться от них или же пересадить их на голову. С азиатами наоборот, и миноксидил в таком применении практически стандарт в своем использовании. Действие миноксидила до сих пор не доказано как для конкретного использования, и тем более как средство против выпадения волос, хотя многие доктора могут его рекомендовать. Второй момент миноксидила – раздражительность и опухание от удержания воды. Что вы думаете по поводу финастерида? Вы знаете что-нибудь о финастериде? Совсем немного. Пожалуй, только из рекламы. Вы знаете, я всегда интересуюсь различными точками зрения по вопросу применения финастерида. У нас множество пациентов, которые не желают принимать финастерид из-за его возможных побочных эффектов. Лично я рекомендую применять финастерид. Да, конечно, я видел материалы и против. Вы должны понимать, что всего 2% среди всех пациентов
выявляют побочный эффект. Но вы также должны знать, что иногда это больше психологическое явление, потому что вы прочитали что-то и думаете, что это может случиться именно с вами. Я лично принимаю финастерид последние 7 лет, и у меня нет никаких побочных явлений, и мне не нужно доказывать, что это возможно. Ведь вообще, на самом деле, это самый простой способ обвинить что-то, в том числе там, финастерид или дунастерид, или таким образом постепенно, скажем так, слезть с него, потому что вам, например, надоело его принимать, да, или придумать себе какую-то историю, которая, собственно, в которую вы сами поверите и перестанете принимать финастерид. Ну, такие вещи, я скажу, они типа нередко случаются. Вот, например, была работа людей, которые пошли в бой подниматься, и четверти группе сказали, типа, ребят, вы знаете, что разряженный воздух вызывает там мигрени головы? И эти люди неожиданным образом начинают испытывать мигрени, и более того, это ассоциируется с реальными изменениями в организме. То есть у них в плазме крови наблюдаются увеличенные там ферментивная активность, которая ассоциируется с мигренями. То есть мы говорим о очень специфичных вещах. То есть это не такая фигня, как типа, ха-ха, чувак себе в башке что-то придумал. Нет, он придумал, а потом это реально произошло. Вот что самое важное и самое неприятное, потому что непонятно, как это фиксить. Я это говорю к тому, что у нас есть одно единственное нормальное исследование по теме поственостеридного синдрома. Проведено оно было тогда, когда еще не было такого понятия, как поственостеридный синдром, в 2003 году. Это знаменитое PLES стадии. Оно, насколько мне известно, не имеет финансовых конфликтов интересов с Мерк-производителями финастерида. И суть его в чем? 4% мужчин в группе финастерида испытали побочные эффекты и вынуждены были выйти из исследования просто из-за того, что сексуальные побочные эффекты им не нравились. И также 2% мужчин из группы плацебо испытали побочные эффекты сексуального характера и тоже вышли из исследования. То есть, обращая внимание, чуваки придумали себе эректильную дисфункцию, и все, она у них реально случилась. Ну и вот как бы самое интересное. Из группы финастерида, те, кто вышли из исследования, 50% восстановили свою половую функцию после того, как перестали принимать финастерид. То есть только половина мужчин, которые смогли восстановить половую функцию после отмены финастерида. И, казалось бы, вот оно доказательство поственастеридного синдрома. До тех пор, пока мы не смотрим на то, что произошло с группой плацебо. В группе плацебо только 41% мужчин восстановились. Иными словами, поственастеридный синдром в единственном рандомизированном, контролируемом, двойном слепом плацебо-исследовании возникал у тех, кто никогда в своей жизни финастерид не принимал. И более того, если бы это исследование было чуточку побольше, то мы бы увидели, что финастерид имеет протекторскую функцию против поственастеридного синдрома. То есть, я не говорю, что это доказательство того, что поственастеридного синдрома не существует. Более того, я думаю, что механизмы, которые, предполагается, имплицированы в поственастеридном синдроме, звучат достаточно разумно, и вполне возможно, что они реально работают. Но если мы смотрим на настоящие клинические данные, то этого просто нет. Все 100% клинических случаев объясняются либо эффектом ноцебо, либо измененным гормональным фоном. А теперь я хотел бы, чтобы вы взглянули на один очень интересный эксперимент, который рассказывает как раз о том, как наш мозг реагирует на те данные, которые вы как в компьютер можете загрузить, и по этой программе мозг может верить во что угодно. Здесь проводят очень интересный эксперимент, когда человеку прикладывают, в общем-то, пластиковую руку, рядом с ним делают, как вы видите, перегородку, он не видит свою реальную руку, и в какой-то момент времени он начинает верить в то, что это его собственная рука. Как вы видите, сначала берут обычное перышко, проводят одновременно и по его настоящей руке, и по той руке, которая находится в его поле зрения. Как вы видите, он чувствует все, как, собственно, и он чувствует на своей руке, и в какой-то момент времени, собственно, в эксперименте они перестают гладить этим перышком вашу реальную руку. Но человек до сих пор, в общем-то, чувствует перышко. Затем проводят эксперимент со льдом. Причем сразу этим льдом, в общем-то, дотрагиваются до фейковой руки, и человек продолжает чувствовать то, что, собственно, он не может почувствовать. Но когда лед кладут на его родную настоящую руку, он не чувствует абсолютно ничего.
То же самое делается с огнем. То есть женщина чувствует боль от фейк-руки, но когда берут, в общем-то, огонь и реально, ну, можно сказать, что практически поджигают ее руку, она не чувствует ничего. Можете даже дома попробовать проделать его сами и убедиться в том, что вы готовы верить в абсолютно все то, что загрузили в ваш мозг. О чем это говорит? Что иногда порой лучше не знать каких-то данных, да, чтобы не провоцировать себя на тот же эффект плацебо. Также некоторые из пациентов говорят: я не буду принимать финастерид, потому что кто-то из моих друзей сказал, что лучше его не принимать. И они ошибаются. Если вы хотите сохранить волосы при выпадении, нужно принимать финастерид. Это моя рекомендация. Если вы рекомендуете использовать финастерид, рекомендуете ли вы делать какие-то тесты перед тем, как его использовать, и в течение лечения? Например, проверить уровень дигидротестостерона или что-то еще? Да, это возможно. И неплохо бы сделать определенные тесты. Вам стоит знать, если вам около 30, то вы, вероятно, имеете повышенный уровень дигидротестостерона. К примеру, у моих пациентов от 40 до 50 лет ДГТ уже низкий, и ближайшие 30 лет ситуация с волосами для них не будет сильно меняться. Потому что к этому возрасту они уже потеряли все, что возможно, или сохранили по максимуму. Поэтому зависит от возраста. Но да, я рекомендую делать тесты. Ваш донорский запас 8800 графтов. Это значит, что это ваше минимальное количество графтов, которые я могу извлечь, не повредя вашу донорскую область. Я рекомендую использовать финастерид, потому что если у вас есть шанс использовать эту возможность медицинского лечения, вы сможете сделать ваши волосы плотнее и толще. Как финастерид работает? Перед тем, как волос выпадает, он вначале утончается. 70, 60, 50, и вот уже плотность волоса 40, затем 30, 20, и волос выпадает. Но если вы начинаете лечить волос на этапе 40, например, то финастерид восстанавливает волос и утолщает его. Хочу показать вам несколько примеров. У этого мужчины тонкие волосы, пока еще не выпали, но близки к этому. Если ничего не делать, максимум через 3-4 года они выпадут. Я сделал план операции для передней линии и для тех зон, которые еще можно восстановить, рекомендовал ему лечение финастеридом. Такая же проблема и на зоне макушки. Не все волосы еще выпали, и моя рекомендация – использовать лечение финастеридом. В этих же областях я сделал дизайн для пересадки, включая височные доли. В этой области ничего, только использование финастерида. И вот результат. Финастерид работает не так, как миноксидил. Это гормональное воздействие. Финастерид прямиком воздействует на гормон. Я показывал. И в 85% случаев восстанавливает потерю волос. Но на обратной стороне есть риски. Снижение либидо, эректильная дисфункция, снижение настроения, депрессия, суицидальные мысли, гинекомастия, выделение грудной области у мужчин, боль в яичках, целый ряд побочных эффектов. В некоторых случаях даже постоянная импотенция. Потому многие мужчины боятся принимать финастерид. Как вы видите, мнения разные. Я хочу показать вам эти мнения, потому что даже среди докторов кто-то думает таким образом, кто-то чуть-чуть иначе, чтобы вы видели и обладали информацией, как обычно.
Это моя основная задача, и затем уже принимали решение сами. У нас был один пациент с Гавайев, офицер полиции. Мы восстановили ему переднюю и фронтальную область, и для зоны темечка он попробовал использовать финастерид. В его случае уже через 6 месяцев вся лысая область темечка заросла. Мы позаботились о его передней части, и финастерид сделал дело на задней части головы. Когда финастерид работает, он работает отлично, и у него не было абсолютно никаких побочных эффектов. Начиная принимать, вы обязаны принимать финастерид всю жизнь. Да, это так. Вы должны принимать его всю жизнь. Как только вы остановитесь, выпадение волос возобновится. Второе поколение финастерида – дунастерид. Если эффективность финастерида 60%, то дунастерид – это уже 90%. Таким образом, он более эффективен. И те мои пациенты, которым помогал финастерид, переходят на дунастерид. И оба препарата эффективны от выпадения волос. Множеством всего подряд насыщен современный рынок косметологии и фармацевтики. Витаминами для волос, кремами, лосьонами, кучей всего на рынке предложения. Ко мне также постоянно приходят предложения от крупнейших компаний для рекламы различных шампуней. Рынок просто завален рекламой шампуней от потери волос. Шампуни с кофеином, ментолом и прочим. Но многие доктора рекомендуют кетоконазоловые шампуни. Это действие финастерида. Я не делал операцию в этой области. Я хотел бы, чтобы вы попробовали финастерид, хотя вы можете бояться побочных явлений. Он это сделал, и тут нет операции вовсе. Это интересный случай, и кажется, что это фотошоп на первый взгляд. Но когда он пришел ко мне через 8 месяцев, он уже был с вот таким результатом. Я ему так и сказал: вам больше не нужна операция по пересадке волос. Правда? Да. И он до сих пор применяет финастерид. Возможно, когда он прекратит, выпадение волос возобновится. Вернемся к вашему случаю. В этой области вы потеряете волосы. Сейчас я не планирую ничего делать для этой зоны. Для передней области мы восстановим переднюю линию, но для средней зоны, если вы могли бы принимать финастерид, это сохранило бы ваши волосы и также увеличило бы шансы приживаемости пересаженных волос. Но какая продолжительность приема этих таблеток? Я хотел бы, чтобы вы принимали финастерид 1 год после пересадки волос. Если вы захотите, вы прекратите в любой момент времени. Это также может предотвратить шоковое выпадение после операции и увеличить шансы роста пересаженных волос. Завтра на операции я вам покажу и расскажу на ваших собственных графтах более подробно. Так как финастерид значительно может оказать влияние на плотность ваших волос. Смотрите, ваш донорский запас равен 8800 графтов. Калибр 75 микрона. Коэффициент количества волос в графте 1,9. И для хорошего покрытия 42 графта на квадратный сантиметр. Это то, что сделает вас счастливым. Вот эти зоны я планирую для операции. И для данной операции нам будет достаточно 3600 графтов для отличного покрытия. Да, конечно, клиникам нужны выдающиеся результаты, и финастерид или дунастерид помогает получить наилучшие варианты для портфолио, но, как вы видите, некоторые клиники идут в угоду своим финансовым интересам и просто отговаривают вас, по сути, от операции, обращая вас в сторону финастерида или дунастерида. О миноксидиле и финастериде. В каких случаях рекомендовано использование и в каких нет? Миноксидил и финастерид – это только то, что работает при выпадении волос как медицинское лечение. Финастерид, вы знаете, может создавать побочные воздействия. Большинство из них – это самовнушение, но не все равно. Так как если пациент чувствует какое-то воздействие на себе, это все равно побочное воздействие. В таком случае нужно прекращать использование. Но в большинстве своем мои пациенты используют финастерид, и у них нет никаких проблем. Они счастливы и с результатами. И я сам долгое время тоже использую финастерид. Вы, кстати, заметили, что сами доктора тоже сказали о том, что принимают финастерид? Я рекомендую при определенных случаях, но если пациент отказывается, я должен уважать его решение.
Я должен предупредить пациента о том, что может случиться, если он будет его принимать, и что будет, если нет. Два разных сценария. Конечно, это выбор пациента, но я также верю в то, что финастерид оказывает влияние на рост пересаженных волос. Не только эффект на сохранение волос. Потому что, когда мы смотрим в микроскоп, мы видим множество фолликул в стадии телогена. Финастерид очень эффективен. Что касается миноксидила, наблюдается взаимополезное влияние, когда они применяются совместно. Но не так-то и просто использовать эффективный миноксидил, так как чаще это лосьон. Однако в последние 5 лет множество докторов рекомендуют миноксидил в таблетках дозировки 2,5 мг. И это работает отлично. Если же пациент после операции по пересадке волос, тогда более невозможно использование миноксидила в форме лосьона, ведь нужно оберегать свои графты. Что я рекомендую? Если вы уже используете миноксидил и хотите продолжать, вы можете остановить его применение за месяц до операции, но можно продолжать, например, использовать в таблетках. И вы также мне говорили о миноксидиле в форме пены. О, да, пена более эффективна. В пене меньше алкоголя и меньше раздражения для кожи головы. Уже через месяц после операции можно использовать пену после пересадки волос. Но все равно первый месяц я рекомендую таблетки. Давайте вернемся к финастериду. Нужно ли делать тесты перед началом использования финастерида? Да, для финастерида будет лучше, если пациенты будут под контролем. Ведь многие пациенты думают, что финастерид понижает тестостерон, хотя все наоборот. Финастерид блокирует 5-альфа-редуктазу и понижает дигидротестостерон, повышая тем самым тестостерон. Но в определенных случаях высокий тестостерон преобразуется в эстрадиол. При этом тестостерон может быть низким. Поэтому лучше перед операцией я рекомендую своим пациентам сделать анализы на общий и свободный тестостерон и пролактин. Я верю в то, что он может оказывать влияние. И если возможно, я также рекомендую сделать спермограмму. До приема? Да, до начала приема. Потому что если пациенты что-то чувствуют или планируют детей в ближайшем будущем, ведь многие люди считают, что это может оказывать воздействие на фертильность. Но в общем, множество моих клиентов при долгом применении финастерида имеют 4-5 детей. И в общем, это не оказывает влияния на фертильность. Сделайте спермограмму до потребления финастерида и затем пробуйте использовать. Если вы видите какие-то расхождения в цифрах, тогда прекращайте. Но обычно такого не происходит. И я не топлю за финастерид. Я пытаюсь вас обратить внимание на самих себя и быть объективными самим себе, да, чтобы вы поняли, то ли реально у вас есть какие-то побочки, то ли вы их выдумываете, или вы просто хотите спихнуть все на финастерид и слезть с него побыстрее, чтобы ничего не принимать и не было зависимости на долгие годы в плане того, что вы должны его принимать. Выглядит как натуральная плотность, правда? Но это пересаженные волосы. Как заключение. Финастерид действительно работает для тех, кому есть еще что спасать на своей голове. Финастерид стоит принимать только при том условии, если вы действительно готовы вмешаться в гормональный фон своего организма и подстроить его под определенные составляющие, чем будет финастерид, которая изменит кое-что в вашем организме, точнее приостановит выпадение волос и будет оказывать влияние на сохранение тех волос, которые еще живы. Нельзя попить финастерид месяц-два и ожидать эффекта, а потом просто бросить, как будто ничего и не было. Это именно тот путь, который ведет к побочным явлениям. Если вы готовы влиять на свой гормональный фон, приготовьтесь пройти весь путь. Да, ваш организм может по-разному реагировать на воздействие со стороны. Если вы приняли решение принимать финастерид и начали его принимать, выберите удобную для себя дозировку, сделайте анализы, спермограмму, до лечения и в процессе, чтобы исключить любые профанские самооправдания, почему у вас не стоит или почему настроение плохое. Эффект от финастерида ожидайте не ранее 6 месяцев и не рассчитывайте на то, что у вас прям все заколосится. Это период привыкания и адаптации вашего нового гормонального фона. И как итог, первая ступенька – прекращение выпадения волос. Второй этап, второе полугодие – появление волос.
которых ранее не было. Ну и вот еще что важно. Если вы начинаете вмешиваться в свой гормональный фон и приручать его к чему-то новому, это должно быть постоянно. Поддержка нового баланса, который обеспечит вас волосами. Пить или не пить? Вот в чем вопрос. Готов ли ты следовать четкому плану годы? Что лично ты думаешь о финастериде? Напиши в комментариях. Ну и главное, чтобы колосилось. Пока.